Девочки, приветствую вас всех на своем канале Модель Таро. С вами Вероника. И сегодня у нас будет расклад по гороскопам на такой период. От 11 по 27 февраля, то есть новолуние. И с 27 февраля по 13 марта, соответственно, полнолуние. Смотрим, что у нас, что нам предстоит, чего нам ожидать. Начинаем с овнов. Долго затягивать не буду. Кажется, я нашла причину, по которой останавливалась картинка при записи видео. Но сейчас проверю свою теорию. Борьба просто, понимаете, борьба. Борьба. Уже которую вторую неделю, что ли, да? Она у нас тут проходит. За то, чтобы ролики писались нормально. Ну ничего. Ничего. Поборем. Так, это на полнолуние, на новолуние до 27 февраля. Это полнолуние, которое у нас будет 27 по 13 марта. А это основная тематика, которую нужно будет учесть. Итак, овны. Здесь у вас будет чистка, медленный рост, терпение будете вырабатывать в себе. Но знаете, что самое интересное? Что победы у вас будут пустые. Тут у вас идет несогласие с другими. Прежде чем действовать, думайте. Для одного варианта это будьте осторожны, на вас идут влияния. Вот эту все-таки я открою, да. На вас идут влияния, и тем самым будут провоцировать вас на слив энергии через споры с другими людьми. Второй вариант. Те, кто делали деструктив, чистки ваши уходят в ноль, вы не чиститесь. И здесь на вас как собаки все спущены в вашем окружении. Полнолуние. Снимайте с себя определенные программы, потому что здесь блокируют ваше продвижение. Не хотят, чтобы вы получили плоды своих действий. Хотят вас изолировать от перехода на ваш новый уровень. Чтобы вы метались и не могли или боялись что-то выбрать для себя. И я хочу вам сказать, овны, что уже на этом этапе вы знаете, что вы хотите, но побаиваетесь сделать. Коль боитесь, сделайте. Для тех, кто делал деструктив, но соответственно на полнолуние полностью будут обездвижены.
От слова совсем. Вам очень такой, знаете ли, шустрый обрат прилетит. Вот так вот. Овны. А я буду идти к тельцам. Давайте, тельцы, смотрим, что у вас здесь. Да сразу и открывать буду. Ну, вы здесь свою территорию будете отстаивать очень даже таки. Хотя сейчас посмотрим в деталях. Да. Опа. Здесь тельцам идет блокировка знаний, интуиции. Неверно выбрали направление, ухудшения материального положения ожидайте. И здесь вы, да, вы применяли, знали что-то из магии и закрывают. Здесь элементарно может проходить энергия мужчины, который такой мечевой. И НЛП, занимающийся манипуляциями, вот это все блокируется, плюс по деньгам еще лупит. В полнолуние над чем-то будете трудиться, чтобы новое дело пошло по справедливости. Перспективы будете простраивать, основываясь на том, как раньше было хорошо. Но я не думаю, что у вас это получится, ваша. Вам какая-то королева мечей по справедливости перекрывает поток. Здесь информация для мужчин идет. Для вот такого типажа мужчин. А-ля мачо недоделанный. НЛПшник, манипулятор. Здесь на данном этапе, сколько бы этот человек ни старался, он опускается на дно. Он очень привык к достатку, к деньгам. Хочет начать что-то новое, возможно, даже что-то где-то подучить, для того, чтобы взять по справедливости, как он считает, власть ему принадлежащую. Но нет. Нет, нет и нет. Там женщина, причем женщина тоже мечевая, возможно, даже его жена, от которой, соответственно, он скрывает, но, скорее всего, здесь пара людей, которые, знаете как, он ей дает деньги, она мирится с его блядством. И вот денег у него больше не будет. Вот что-то вот такая история у нас по тельцам. Для всех остальных, смотрите, ребят, вы тоже начинаете на полнолуние что-то, вас по деньгам тоже перекрытие интуиции сказывается на денежный канал, потому что на вас есть влияние деструктивное. А что насылают? Воспоминания о прошлом вам мешают двигаться. Хотят, чтобы вы зависли в них, скучали, переживали, остановились и не двигались дальше.
Их очень напрягает, что у вас есть запал на действие, на то, что вы строите свою жизнь сами. Хотят, чтобы вы ушли от этого. Ушли от знаний магических. Вот что делается. Так что будьте бдительны и осмотрительны. Это для тех, кто тельцы адекватные, кто неадекватные, меня услышали. Так. Поехали теперь к близнецам. Близнецы в прошлом зависают. Очень расстроены из-за того, что мечтали об одном, получили совершенно другое. И плюс у вас перекрыта возможность. Вы знаете, вы как сами себе сейчас перекрываете возможность начать что-то новое дальше в своей жизни. Близнецы. Здесь с домом вопросы связаны. Смотрите, вы планы строите на то, чтобы как-то обеспечить семью, быть отцом, быть мужем, быть стабильным. Тут такое впечатление, что мужчина хочет вернуться, причем в возрасте. Мужчина как будто хочет, чтобы было так, как раньше, с той женщиной, которую он любил. Знаете, по жезлам хочет к ней проявиться. Причем они могли состоять в браке. Может, пошел гульнул и хочет вернуться в семью обратно. Вот что-то в этом роде идет. Для всех остальных, ребят, вы на полнолуние простраиваете планы на стабильность. Но здесь основополагающее — это семейные традиции. Вы как строите перспективы в будущем на какую-то свою власть, на успех. И здесь выпадает тоже пара. Эмоциональность и действие, смелость. Может, с кем-то сойтись хотите или сойдетесь, либо кого-то встретите, либо уже встретили и как-то будете обсуждать вот этот момент. Ну, то есть договариваться, да? Строить планы на будущее, а как у вас семья будет строиться и что-то вот в этом роде. Так, близнецы, с вами мы завершили. Переходим к ракам. Что там у нас с раками? Работа с родом и что-то по справедливости будет решаться. Хотя не факт, здесь еще могут быть кармические вопросы. Здесь сейчас будем уточнять, что у вас. Полнолуние. Да, слушайте, здесь два аркана высшего суда. Ребята, у вас здесь жесть. Вы корректируете свою жизнь в соответствии с тем, чтобы
у вас началось продвижение вперед. На новолуние все классно, но на полнолуние вы как-то ловко маскируетесь от других для того, чтобы никто не знал, какими методами вы идете к своему изобилию. В принципе, у вас вообще все хорошо. Тут не прикопаться. На полнолуние будьте осторожны, больше мороков на себя накидывайте, меньше трепитесь о ваших планах, как-то скрывайте их. Свои планы, свои новые открытия, которые приводят вас к изобилию. От определенных злых духов вам нужно будет в любом случае защищаться. Здесь вот так. Ну тут кармическая ситуация. Здесь прям вам род помогает и выводит вас на новый уровень. Раки. Очень хорошо у вас. Итак, львы. Смотрим, что у вас здесь. Эмоции либо с королем каким-то связаны, либо еще могут вас чем-то подпаивать, либо вы подбухиваете. Сейчас посмотрим, что там. Полнолуние. Точнее, новолуние, прошу прощения. Здесь вы чем-то своим жертвуете для того, чтобы... Да, это из-за силы духа, но для того, чтобы оставалось все в прежней стабильности. Но при этом это не умаляет тот факт, что атаки на вас идут, и вы... Вы вынуждены защищать свою территорию, свою жизнь и еще... Здесь вы некоторые вопросы будете вынуждены решать умом, а не сердцем, хотя вопросы будут связаны с тем, кого вы любите, кому вы неравнодушны. Возможно, из-за этого человека вы входите в некое самопожертвование. У меня только вопрос, львы, надолго ли вас хватит для того, чтобы вот эту стабильность сберечь? Так, на полнолуние. На полнолуние проблемы с рабочими моментами. Сотрудничество, у вас стабильное сотрудничество накрывается медным тазом. Программы на вас деструктивные есть, у вас все циклично проходит, то взлеты, то падение, львы. Вот вам и результат. И вот это будет падение. Причина, по которой это происходит. Романтика, игривость какая-то. Разбитое сердце, возможно, треугольники. Что с вот этим вот королем связано? Здесь вы в браке с ним можете состоять, кстати. Понятно. Да, этот король может в тройничок уже вас втянул. И если нет, то на нем определенные сущи, и они кушают его и кушают вас.
Вы уступаете, вы терпите, и это бьет по вашему финканалу, по вашей стабильности, по вашей работе. Вам нужна передышка, а вы не хотите отказываться от чего-то там, где уже проверено, или что вы себе там напредставляли. Ну, в общем, как-то так ли вы. Переходим к девам. Смотрим, девы, что у вас происходит. Будет происходить, короче говоря, подсказки вам. Ух ты, тройка мечей. Девы у нас в трансформациях, и да, может быть, обнаружили, что ваш партнер просто гуляет. Вас, честно говоря, вас сжирают. Вас просто сжирают. Новолуние, полнолуние. Вы внутри себя ищете как свет, который вам даст возможность двигаться дальше. Две тройки мечей. Здесь предательство от какой-то королевы падает. Здесь с какой-то дамой мужчина заканчивает отношения, трансформацию проходит. Здесь именно любовные начинания переходят в подвисшее состояние, грубо говоря. Здесь человек от романтики уходит вглубь себя, дабы там найти ответы. Это на новолуние, на полнолуние полностью трансформация отношений с какой-то женщиной. Здесь у вас просветление, вы как найдете ответы на те вопросы, которые давно искали. Возможно, вам вскроется информация, что женщина вам изменяла. Для всех других там просто открытие информации идет. И, в общем, постарайтесь информацию для себя выхватить, вам необходимую. Весы. Плавно подобрались к чудесному знаку зодиака. Что там весы на новолуние? Ага, ага. На полнолуние. А королева жезлов как? И здесь девушка далеко от человека. Человек о ней мечтает. Она ждет каких-то результатов, видимо, от нее. Счастье бы хотелось с ней, но, увы и ах, этому не суждено случиться. Здесь на новолуние человека пробиты защиты. Связь с родом разорвана. По цикличности человек приходит в десятку жезлов, в стресс. Очень тяжело дается период. На полнолуние стагнация, полная стагнация общения, особенно что касаемо внешних связей. Кстати, на весов очень много деструктива идет. Не просто так, видимо. Такие вещи обычно просто так и не случаются. Карта дьявола.
А что сделал? Карта мага. Вместе дьявол и маг. Но я им смею дерзость предположить, что очень хочет эту женщину, обращался, либо сам делал черной магией, влиял на волеизъявление. Пожалуйста, результаты налицо. Вперед в отработочке. Бог в помощь, как говорится. Всем остальным. А всем остальным какая-то женщина может вас привести к вот этому деструктиву. А почему так у вас? Потому что кому-то хочется остановить путь ваших побед и путь ваших завоеваний. Это для нормальных весов. Там, где вы прорываетесь, там, где вы добиваетесь всего, чего хотите, какую-то бабу, ведьму коробит. Так что будьте внимательны. Кстати, вам здесь нужно свои обязанности на кого-то другого. Некоторые переложить, либо от некоторых на период особенно полнолуния, это с 27 февраля по 13 марта отложить. Вам нужно передохнуть, набраться сил и восстановиться. Так, скорпионы. Скорпионы, смотрим, что у вас здесь. Скорпионы либо грустинку скушали, либо просто побухивают изрядно так. Так, новолуние. Полнолуние. Обалдеть. Ну, здесь у меня идет считывание людей, которые занимались, магичили. Потом, значит, перешли в ностальгию. Для адекватных скорпионов на вас сделано, чтобы вы сидели вот в этой четверке кубков и в шестерке кубков заливали, так сказать, свои воспоминания и ностальгировали. Полнолуние. У вас идет закрытие какой-то программы, и вы, да, с очень тяжким боем переходите в другое измерение, где начинаете восстанавливать себя. Для деструктивных скорпионов могу сказать, что по делам вашим вам сейчас воздается, поэтому мир, труд, май вам, как говорится. Отстоять себя вы не сможете. Если нужен где-то прорыв, деньги, у вас ничего не будет. Здесь вы попытаетесь контролировать условия какого-то контракта, но, увы, ничего не выйдет. И смотрите, для определенных для единиц вот это все. Если кто из ваших знакомых или еще кто скорпион, у меня даже свеча потухла. Здесь человек уходит, именно этого знака зодиака, уходит из жизни. Все. Кто в возрасте, кто здесь завершение пути. Да. Слишком много деструктивных программ на человеке. Особенно, ну да ладно, да. Поэтому уходит, еще мог бы пожить. Но это для единиц. Кому надо, те это услышат. Так, стрельцы.
очень интересно. Стрельцы в защитах, стрельцы королева пентаклей. Стрельцы знают, куда идут. И что им надо от этой жизни. Так, новолуние, полнолуние. Здесь вы исцеляетесь, здесь вы с родом, нет, не с родом, с высшими силами работаете, наполнены эмоциями, через творчество самовыражаетесь, причем у вас еще есть... Вы вот эту благость как будто в дом себе привнесли. Полнолуние. Ребята, ну, у вас вообще все хорошо. Вы какие-то новые высоты возьмете. К вам люди хорошие притянутся, сотрудничество. Особенно то сотрудничество, которое сулит очень перспективные новые начала и возможности. Это может быть и любовная сфера, и деловая. В общем, туз пентаклей здесь, и туз кубков. Тут вообще все классно. Здесь вы наполняетесь, и вклад энергии в будущее идет. Здесь вообще лишнего даже ничего не буду искать, потому как здесь все ясно. Так, козероги. Смотрим, что у вас здесь. Козероги тут побеждают. Тяжело, но все равно победа за нами, как говорится. Новолуние, полнолуние. Здесь тоже все классно, здесь забота, здесь желание создать комфорт, роскошь, уют, о ком-то позаботиться, полнолуние. Вы как переходите в новый этап своей жизни, набираетесь внутренней силы, у вас идет воскрешение. И отдаете свой ресурс, то есть у вас здесь налаживаются связи с внешним миром, либо же в семье, если были какие-то моменты. Но здесь новый этап, новые энергии, которые помогут вам выйти на новый уровень. Вы уходите как будто от прошлых энергий, козероги, тоже хорошо. Так, водолеи, смотрим, что с вами здесь. На новолуние. Ой, ёперный балет. Водолеи что-то в иллюзиях у нас. В каких-то мечтах. Новолуние. Полнолуние. Резко соперничать с кем-то будете, при этом у вас пойдет как озарение, но здесь вы боретесь за правое дело по справедливости, отталкиваясь от логики. С кем-то резко что-то будете выяснять. Слушайте, водолеи, на вас мороки наводят, хотят вас как-то вокруг пальца обвести. 2 семерки кубков идет, и они приводят вас к сожалениям, к пессимизму. В период полнолуния, возможно, крадники еще будут на вас ставить. Здесь у вас вылазит предатель, который был под масками,
кстати, с помощью своей интуиции даже, возможно, сейчас уже понимаете, кто это. Будьте бдительны по поводу того, кто вам и что в уши заливает. Здесь не все белые пуси в вашем окружении. Так, рыбы. Справедливость. А у рыб справедливость. Отдавали хорошее в мир, получаем плюшки. Здесь праздник, счастье, празднование с родными, с семьей. У рыб же там, получается, у многих в этом периоде будет днюшка. Так, это новолуние, это полнолуние. Ну ты посмотри. Ну ладно, раз так, значит так, почти все карты вытрусились. Еще хочу дополнить для рыб вот эти моменты. Что-то здесь по сердечной чакре боретесь с какими-то моментами. Рыбам каким-то хочется, чтобы у них прорыв в рабочих моментах был. По эмоционалке вас бьет. Итак, новолуние. Ну, отлично. Просто здорово называется, да? У рыб здесь моменты с тем, что есть деструктив на ваших отношениях в семье. На ваши эмоции идет деструктивная программа. И вот она подтверждается здесь. Полнолуние. Трэш да угар называется. Через определенные проработки вы как очищаетесь. Но здесь все, что касается вашей личной жизни, отношений, здесь двойственность в партнерстве, либо вам нужно выбрать уже наконец-то. Понимаете, не за то держитесь, не за то. И у вас здесь, понимаете, метушня такая происходит. От случая к случаю уже эта работа вам под руки попадается, чтобы вы могли заработать. Вы посмотрите, у вас тут по кубкам вы пробиты. Вы просто пробиты из-за каких-то отношений. Потому что вас по жезлам тянет. Но таким образом вы проходите очищение. Рыбы. Что еще по рыбам? Для тех, кто ничего не отрабатывает, потому что знает, что не начудил, то есть здесь период полнолуния, деструктив есть. Здесь период полнолуния вы... Короче, кто знает, что не находится в кармическом уроке в партнерстве, и здесь прям пересмотр всех взглядов на ваши отношения с кем-то из семьи. Это не что-то будете все равно выбирать. Ну, либо сражаться с людьми, либо предлагать какие-то варианты решения проблем. Вот так вот у вас рыбы обстоят дела. Ну и теперь из оставшихся карт я хочу для всех нас посмотреть, на что же нам обратить внимание. Всем моим любимкам на моем канале в этот период
для всех осознанных душ. Слушайте, здесь вы будете отстраняться от чего-то. Особенно от того, что вас разочаровало. Медитировать будете. Где-то будет апатичность прослеживаться, но благодаря этому состоянию вас посещает специфическая идея, мысль, либо вам что-то открывается. И вы очень быстро, кстати, на эмоциях, которые вы умеете контролировать, но здесь вы дадите жесткий отпор. Особенно по менталу пробьете жестко. Но здесь и переход, и вот что-то вас заденет. Или уже задело, и вы просто... Главное, не бегите от своих эмоций. Даже если больно, проживите их, но вдолбите по справедливости. Вот так вот. Ну и 4 карты отсюда. Да, отшельник. Здесь вам тайна какая-то открывается. Вас это очень, вот... Вы как можете захлопнуть себя и свои ресурсы, поэтому переживите эмоции и чувства и возьмите на себя роль того, кто даст отпор за это все. Иначе вас будет перекидывать, знаете, то вам хорошо, то плохо. Короче говоря, если чего-то боитесь, вот то и делайте. Примите уже решение, сделайте и выдохните. Даже если вы где-то совершите какую-то ошибку, вы выдохните, что вы это сделали. Дьявол и здесь крадники. Будьте бдительны, господа товарищи. Недоброжелатели нервничают, крадники хотят забрать все, что им не принадлежит. Берегите себя, своих близких и свои границы. Ну, а я вам желаю добра этого мира, ребят. Пока-пока.